Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И, как всегда, я к вам с новым мастер-классом по этой интересной кофточке. Не смогла пройти мимо такой красоты. Японские мастерицы создают очень прекрасные образы, наполненные изяществом и лоском. Смотрите, вот этот очень красивый, стильный, даже я бы сказала его джемпер с коротким рукавом, либо блуза его можно назвать, да, он настолько вот как-то вот пронизан такой вот эстетикой, да, ласкает глаз, да, в общем. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. То есть я подобрала довольно распространенный узор с листиками в центральный, да, вот этот мотив. Ну, косичка это само собой. И вот эти вот ажурные дорожечки в сочетании с вот этими веточками декоративными тоже не составили труда найти такую схемочку. Я вот там укрепняю, чтобы был видно узор. Вот, поэтому у нас с вами будет полноценный мастер-класс. Я все воссоздала. Единственное, вот этих веточек я исключила шишечки. Вот как-то, знаете, перебор, по-моему. Просто вот веточки вы увидели. Сегодня узор, да, в моем рекламной заставке в самом начале видео, да, там вот этот узор есть крупным планом, да, и мы эти шишечки, я их не вижу. А так все здесь предусмотрено. Все как положено. Итак, мои хорошие, в сегодняшнем мастер-классе мы с вами сделаем расчеты и сделаем полноценную инструкцию, составим для 6 размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52. И описание выложено под видео для вашего удобства. Мы будем подробно разбирать расположение, компоновку данных узоров, будем вязать эти узоры, считать плотность. И с самого начала, как всегда, начинается вязание любого изделия. Это подбор пряжи и спиц. Итак, начинаем, смотрим выбор пряжи. Для вязания этой кофточки я выбрала пряжу Yarnart Jeans. Цвет 81, турецкая пряжа, значит, в 50 грамм 160 метров и состав 55% хлопок, 45 полиакрил. Я использовать буду спицы 3,5. И вот так выглядит наш узор, девочки, состоящий из 4, скажем так, мотивов. Самые красивые, самые широкие из них эти листики красивые такие, кружевные. Здесь будет использоваться косичка, будет использоваться ажурная дорожка и вот такая веточка еще. Все эти узорчики мы с вами будем вязать, попробуем. У них разный раппорт в высоту и в ширину. Но ничего сложного во всех этих элементах нет, поверьте мне. Давайте рассмотрим схему повнимательнее. Итак, у нас с вами центральный мотив, эти листики. Это схема 1 перед вашими глазами. У нас составляет раппорт 17 петель в ширину, выделен красным, и в 16 рядов в высоту. Раппорт один красным, и я его приближу, чтобы вы смогли, девочки, сделать скрин экрана. Делайте скрин экрана, да? И пока вы будете его делать, я вам расскажу про условное обозначение. Изнаночная петля – это горизонтальная черточка, пустая клеточка – это лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо в лицевом ряду, и в изнаночном ряду вот этот знак обозначает 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной за переднюю стеночку.
И вот этот значок, наоборот, зеркально, да, это 2 вместе лицевой с наклоном влево в лицевом ряду, и 2 вместе лицевой с наклоном, и 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Здесь мы провязываем 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку. Кружочек — это накид, обозначает здесь, ну и все, собственно. Вот такие вот условные обозначения, несложные, да? Так, схема 1 я показала. Давайте посмотрим дальнейшие схемы. Я их объединила вот таким узором, приближаю. Это слишком приблизилось. Вот так, да, оставляем так, как есть. Смотрите, мои хорошие, узор 2 — это 4 петли, это коса. 4 петли я имею в виду в ширину, раппорт. Узор 3 — это ажурная дорожка окружения изнаночных петелек. 2 изнаночных справа, 2 изнаночных слева, да. И сама дорожка на 2 петлях вяжется всего. В сумме это 6 петель. И узор 4 — это наша с вами веточка. Здесь нет никакого ажура. Здесь идут перекрещивания 2 петель направо и налево, да. То есть мы перекрещиваем лицевую и изнаночную постоянно. Видите, да, чтобы такая веточка у нас формировалась. Скрещенная лицевой, здесь она формируется для более выпуклости, да. Но если для вас это составит сложность вязать скрещенную лицевую, можете оставить ее просто лицевой петлей. В принципе, ничего страшного здесь нет, да. Так, ну а вот этот вот знак, не сказала я вам, в косичке в нашей на 4 петлях, это все время идет перекрещивание налево. 4 петли мы перекрещиваем налево. 2 петли перед работой и 2 за работой получается. Здесь частота. Вот смотрите, я сделала 4 ряда высоту раппорт. Можно сделать 6 рядов. Вот у модели 6 рядов, насколько я могла судить, высоту. Ну, то есть здесь добавляется еще, ну, просто она будет более вытянутая косичка, да, не так часто будут эти перекрещивания идти. Ну, это на ваше усмотрение. Я показываю образец. В принципе, вот выбирайте сами, решайте. Я показываю, как вот здесь нарисовала. У модели, как я уже повторилась, там раппорт составляет 6 рядов, и перекрещивание у нас там чуть реже. Так, и, в общем, различать мы будем все эти схемочки, все 4, количеством петель. Очень удобно, да? 4 петли, 6 петель, 13 петель. То есть имейте в виду, это несложно запомнить. У нас ведь всего 4 узора. И что еще очень важно показать надо вам. Я покажу вам выкройку, которая у нас из японской тоже модели очень похожей. Я взяла. Вот размер у нас будет здесь свои. Ну, тут вот стоит на 47 сантиметров, на 42-44. Он у нас также будет 47 сантиметров. Я тут ничего не меняла. Вот. Подробнейшим образом мы с вами сейчас рассмотрим описание, которое будем составлять вместе. А так вот визуально имейте в виду, что выкройка — классический вариант. Спинка перед вяжется одинаково снизу вверх. У нас с вами вырез горловины по спинке не глубокий и по переду глубокий. А так они совершенно одинаковые, 2 детали. С планочкой широкой, которая вяжется резиночкой 1 на 1, можно использовать скрещенные там лицевые петельки в изнаночном ряду. На этом месте, где лицевые были скрещены, вяжутся скрещенные изнаночные. Рукавчик тоже вот такой обычный, классический, с окатом. Итак, сколько петель набрать, как расположить все это, все узоры наши, да, и последовательность всех ваших действий. Вот в таком описании я всегда координирую, скомпоновываю. Сейчас я увеличу также. Смотрите, про размеры я вам уже озвучивала, ведь размерчики на ваших глазах будут сегодня рассчитываться, вот эти размерчики. 42, 44, 46, 48, 50, 52. Я не буду ничего это читать. Вы все это дело сами
прочитайте, под видео выложено. И каждую петельку я вам, девочки, постараюсь обосновать, откуда она взялась. Ну, вот каждую петельку, каждый сантиметричек мы с вами сегодня рассмотрим во второй части видео, после того, как свяжем образец и определим конкретно плотность. Пойдет расчетная часть, где я буду вам схематично все объяснять. Вот здесь есть такая фраза: перейти на узор, распределяя петли в последовательность согласно схемам в мастер-классе. Да? Ну, в общем, это то, что я вам буду объяснять во второй части видео. Схематично расположение узоров. Потому что вот это все перечисление, нагромождение проще просто один раз увидеть, чем 100 раз написать. Честно вам говорю, это вот как раз такой случай. Итак, мои хорошие, приступаем к вязанию образца узора. Так, девочки, для вязания образца набираем 42 петли. У нас будет вязаться целых 4 узора. Я уже связала один раппорт. Мы будем ориентироваться по узору 1. В нем 16 рядов высота раппорта. Вот эти 16 рядов мы сейчас будем с вами вязать. Смотрите, у узора 3, 2, у них всего 4 ряда в высоту раппорт. У узора 4 всего 8 рядов в высоту. И самый большой — это вот эти наши центральные листики на 16 рядах в высоту. Итак, смотрите, как у нас распределяются с вами узорчики. Первый узор у нас идет 4, потом 3, потом 2 косичка и 1 у нас листики. Завершает наш ажурный ряд. Да? Итак, вот эти вот красивые веточки на 13 петлях начинают наш ряд. 13 петель раппорт узора, вяжем первый ряд. Итак, 4 изнаночные вяжем. 1, 2, 3, 4. Затем, девочки, перекрещиваем 2 петли. Вот таким образом. Я меняю местами, так, чтобы у меня вторая петля оказалась поверх первой. Первая у меня ушла за работу, а вторая поверх нее. И провязать необходимо вот эту вторую петлю. Она должна стать скрещенной лицевой. Провязываем и скрещенной лицевой. Вторую петлю провязываем изнаночной петлей. Затем у нас идет скрещенная лицевая петля. И снова перекрещиваем 2 петли теперь налево. Там направо было, теперь налево. Первая петля перед работой, вторая за работой. Вот так их меняем местами. Вяжем изнаночную первую, а вторую скрещенной лицевой. Скрещенной лицевой, девочки, это значит, что если вы вяжете классические петли за переднюю стеночку, то вам надо будет вязать эту лицевую за заднюю стеночку. И если вы вяжете бабушкины петли за заднюю стенку, привыкли лицевые вязать, то здесь наоборот нужно будет связать за переднюю стенку лицевую петлю. И в изнаночных рядах там то же самое. Изнаночные петли будем вязать не так, как вы привыкли, а наоборот. Понимаете, да? То есть не за переднюю, допустим, а за заднюю. И не за заднюю, а за переднюю. Кто как привык. Так, связали. И далее опять идут 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Теперь узор номер 3. Вот его схема. Узор номер 3. Вяжем 2 изнаночные. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжите это как привыкли. Я вяжу вот так вот, перекидываю петельки. Потому что я бабушкины петли. Делаем накид. 2 изнаночные. И у нас идет с вами узор 2. Это косичка на 4 петлях. Перекрещивания всегда будут налево. Перекрещиваем 4 петли. Значит, я снимаю все 4 петли на правую спицу. Первые 2 у меня кончиком левой спицы переснимаются на левую спицу.
Сзади высвобождаются 2 петли, и мы их аккуратно возвращаем на левую спицу с помощью правой. Видите, да? Перекрестили и связали все 4 лицевыми. Связали. Хорошо. И далее опять у нас идет узор 1. Узор 1. Первый ряд вяжем 10. Первый ряд вяжем вначале 2 изнаночные, потом 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вяжем вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт узора номер 1. Первый ряд кромочная, изнаночная. Теперь переворачиваем. Во втором ряду узора номер 1 тоже вяжутся петельки по узору. Схему мы читаем слева направо. Поворотными рядами, если вяжем. Если вы вяжете в круговую, то как обычно, да, по кругу вяжем. А здесь вот так. Но не пугайтесь, что здесь нужно будет напрягаться в изнаночном ряду. Там все очень логично и просто, девочки. Смотрите. Вяжем 2 лицевые. Затем вяжем накид. 2 изнаночные. И 2 вместе изнаночные за переднюю стенку. Вот так. И далее оставшиеся изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель изнаночных. Так, и остались 2 лицевые в этом раппорте. Все остальные узоры у нас вяжутся, как смотрят петли. Накиды вяжутся изнаночными. То есть все остальные узоры, кроме вот этого первого, вяжутся по... Как вот смотрит на вас петля, такой и вяжете. Вот смотрит на вас изнаночный, вяжете изнаночные, да? Смотрит на вас лицевая, вяжете лицевые. Накиды провязываются изнаночные. В общем, девочки, имейте в виду, что это вот так называется, если кто не знал. Так, продолжаем до конца ряда. Итак, у нас с вами 3-й ряд узора номер 4. Вяжем 3 изнаночные, перекрещиваем 2 петли направо. Для этого изнаночная у нас за работой, лицевая перед работой, лицевую вяжем скрещенной, сразу ее перекрещиваем, провязываем скрещенной лицевой. Далее вяжем изнаночную петлей, еще одна изнаночная петля и скрещенная лицевая по центру. Идет опять изнаночная. Перекрещиваем 2 петли теперь следующих налево, меняем местами 1, 2 петельку, вот так, вяжем как изнаночная первая, а вот это будет скрещенная лицевая. Связали, да? И далее вяжем 3 изнаночные, 1, 2, 3. На этом раппорту узора 4 связали. Теперь вяжем раппорт узора 3 на 6 петлях. 2 изнаночные у нас идут, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова 2 изнаночные, связали. Узор номер 3. Узор номер 2. В этом ряду вяжутся просто 4 лицевые петли, то есть наша коса. И узор номер 1 у нас на 17 петлях, 3-й ряд, вяжем 2 изнаночные, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Переворачиваем вязание. У нас 4-й ряд узора 1. Вяжем 2 лицевые, изнаночная, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку и оставшиеся 8 изнаночных
по-моему, 8. Сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 2 лицевые. Связали узор номер 1. Теперь, значит, у нас вяжутся петли, как смотрят они, все дальнейшие узоры. И не забываем про скрещенные изнаночные в узоре номер 4. Там, где лицевые скрещенные, вяжутся в изнаночном ряду изнаночные скрещенные. У нас с вами 5-й ряд. Вяжем узор номер 4. У нас первые 2 изнаночные. Затем перекрещиваем 2 петли направо, меняем местами 1 и 2 петельки, изнаночная за работой, лицевая скрещенная перед работой. Вяжем скрещенную лицевую, изнаночную. Затем вяжем 2 изнаночные, по центру скрещенную лицевую, снова 2 изнаночные и перекрещиваем снова 2 петли теперь налево. У нас будет первая лицевая перед работой, изнаночная за работой. Вяжем изнаночную петлю и затем скрещенную лицевую. И осталось у нас в этом ряду, в этом раппорте 2 изнаночные. Все, узор 4 связали. Теперь у нас вяжется узор 3. И здесь повтор идет с первого ряда, девочки. То есть 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. У косы узора номер 2, я его так назвала, тоже повтор раппорта с первого ряда идет. То есть мы с вами сейчас перекрещиваем, не делаем налево. 4 петли, я уже показала, как это перекрещивать. 4 петли налево по 2 лицевые. Первые 2 лицевые перед работой, вторые 2 за работой, и все 4 лицевые вяжем лицевыми петельками. Провязали, да? Далее у нас идет узор 1, 5-й ряд. Вяжем. Смотрите, 2 изнаночные у нас. Далее вяжется 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем значит, 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжется, 2 лицевые, накид, 3 лицевые и 2 изнаночные. Связали узор номер 1. 5-й ряд. 6-й ряд узора номер 1. Переворачиваем и сразу вяжем. Смотрите, значит, первые 2 лицевые, схему читаем слева направо, да, 6-й ряд. Затем 2 изнаночные вяжем, делаем накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Затем делаем 2 вместе изнаночные, оставшиеся петли вяжем изнаночные, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 лицевые. Полностью связали раппорт на 17 петлях, узор 1. Ну а остальные узоры вяжем, как смотрят петли. Не забываем, что в узоре 4 скрещенные лицевые вяжем в изнаночном ряду скрещенными изнаночными. Вяжем с вами 7-й ряд нашего раппорта, узора 4. 2 изнаночные вяжем, нет, 1 изнаночную, девочки. Затем перекрещиваем 2 петли направо, то есть мы опять изнаночные за работой, скрещенная лицевая перед работой и вяжем эту лицевую скрещенной, изнаночной, изнаночной. Затем у нас идут 2 изнаночные, нет, 3 изнаночные, девочки, 3 изнаночные и по центру скрещенная лицевая, опять 3 изнаночные, перекрещиваем 2 петли налево, лицевая перед работой, изнаночная за работой, вяжем изнаночную и скрещенную лицевую. Связали. Дальше оставшиеся петельки — это 1 изнаночная петля. Связали. Раппорт узора 4 на 13 петлях. Затем у нас идет узор
3 и узор 2. Мы их повторяем, наши раппорты. Да? 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова 2 изнаночные. В косе 4 лицевые просто вяжутся в этом ряду. И начинается у нас с вами 7 ряд узора 1. Вяжем 4 изнаночные. Так, вначале 2 изнаночные, затем 4 лицевые вяжутся. 1, 2, 3, 4. И далее вяжем 4. И далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. Кромочные вяжем изнаночные. Связали 7 ряд, переворачиваем вязание. По схеме вяжем 8 ряд узора 1. Схему читаем слева направо. Вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 2 вместе изнаночные и 3 изнаночные остались и 2 лицевые. Завязали узор 1, 10 ряд. Вру, 8 ряд, девочки, 8 ряд. Уже не туда посмотрела. Так, далее у нас в изнаночном ряду вяжутся все оставшиеся узоры, как смотрят петли. У нас с вами сейчас 9 ряд нашего вязания. И, мои хорошие, смотрите, первые 3 узора у нас идут повторы раппортов. Все с первого ряда повторяются, все до одного. То есть и узор 4, 3 и 2 у нас вяжутся с первого ряда. Я их уже самостоятельно провязала, чтобы не повторяться. И буду вам показывать 9 ряд узора 1. Я уже к нему приблизилась. Самостоятельно это связала. Так, и вяжем 9 ряд. 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и оставшиеся петли вяжем лицевыми. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевыми. И остались еще 2 изнаночные у нас идут по узору. Кромочные тоже вяжем изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание. 10 ряд у нас узор 1. Итак, 10 ряд узора 1 вяжем следующим образом. 2 лицевые, 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем 2 вместе вяжем изнаночные за заднюю стеночку. 2 изнаночные. 1, 2, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. 10 ряд. Далее все остальные узоры вяжем, как смотрят петли. Вяжем 11 ряд узора 1. Эти все ряды, все узоры мы провязали по аналогии, раппорты повторялись. Теперь вяжем 11 ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и оставшиеся петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых получилось и 2 изнаночные. Кромочные тоже вяжем изнаночные. Переворачиваем. В 12 ряду узора 1 вяжем следующим образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных. Так, начинаем. Итак, по схеме у нас идут 2 лицевые, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Затем 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку вяжем. Затем вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Делаем накид, изнаночная, и остались 2 лицевые. Связали раппорт узора 1, 12 ряд. Далее вяжем все в изнаночном ряду все узоры, как смотрят петли. В 13 ряду здесь мы связали все 3 узора, как они есть по раппортам. Повтор у нас шел, да? И вяжем 13 ряд узора 1. Первые 2 изнаночные, затем вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид, 2 лицевые. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И оставшиеся петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Связали раппорт узора, кромочная, изнаночная. Так, переворачиваем. 14 ряд у нас узор 1. Вяжем 2 лицевые. Далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем вяжем 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. И 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 2 изнаночные вяжем и 2 лицевые. Связали раппорт узора 14 ряда, узор 1. Все оставшиеся вяжем, как смотрят петли. Итак, все узоры провязали по раппортам. Повтор здесь шел, и у нас узор 1, 15 ряд. Вяжем 2 изнаночные. Затем идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные осталось. Связали 15 ряд и кромочная осталась. Изнаночные провязали. 16 ряд вяжем тоже по схеме. Схему читаем слева направо. Узор 1. 2 лицевые, 3 изнаночные вяжем, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку и оставшиеся 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Связали. И еще остались 2 лицевые. Итак, 16 ряд мы связали узор 1. Далее все узоры вяжем, как смотрят петли. Девочки, мы связали полностью раппорт 16 рядов узора 1. Да? Ну и я вам показала сопутствующие вот эти небольшие узорчики, которые у нас идут тоже в тему. Но самое главное, конечно, эти листики красивые, ажурные, и мы их с вами связали, как положено, да? Теперь вам все понятно. Следующая наша задача — сделать влажно-тепловую обработку образца, посчитать плотность узоров. Делаем влажную тепловую обработку образца горячим паром. Я вот так это делаю, горячий пар, распаренный образец, растягиваем его энергично. Создаем имитацию, как будто мы его постирали. Обращаю ваше внимание на края. Надо расправить края, потому что у нас кромочные принимают участие, в расчете плотности. Итак, мои хорошие, все мы сделали. Оставляем сохнуть наш образец. И теперь наша задача с вами сделать нехитрые расчеты плотности. Для этого мы измеряем ширину и высоту образца. Смотрите, у нас здесь будет закругленный край, но имейте в виду, что этот край не будет закругленным в изделии. Это только в образце он закругленный. Поэтому меряем вот таким образом
Итак, у меня 20,5 получается сантиметров вместе с кромочными. Итак, 20,5 мы набирали 42 петли. 42 поделить на 20,5 сантиметров. Получаю цифру 2. Итак, запишем, что в 1 сантиметре у нас с вами будет 2 петли. Теперь по вертикали измеряем высоту нашего связанного образца. У меня получается 15,5 сантиметров. Считаем ряды. У меня в образце 39, девочки, 39 рядов поделить на 15,5 сантиметров. Это будет циферка 2,5. Запишем, что у нас в 1 сантиметре 2,5 ряда. Эти две волшебные цифры нам сейчас будут очень нужны в расчетах. Сегодня у нас будет участвовать в расчетах вот такая выкройка. Классическая выкройка. Рукавчик с окатом, короткий рукавчик. Спинка и перед вяжутся одинаково. Отличается вырезом горловины. У переда он 8 сантиметров, у спинки 2 сантиметра я здесь сделала. Нет, 1,5, как на выкройке, а 2. Давайте с вами пройдемся по размерам. Будем сегодня с вами вставлять описание 42, 44, 46, 48 размер и 50, 52 размерчик. И попетельно я умножала плотность 2 на наше количество сантиметров и получала петельки. То есть там, где 47, у меня 94, там, где 53 сантиметра, это 46-48 размер, у меня 106 петель, и для 50-52 размера ширина 58 сантиметров была, и это 116 петель. Так, теперь как распределить узоры? Это очень важный вопрос. Я здесь ломала голову, девочки, и вот что у меня получилось. Итак, первая схема у нас занимает 17 петель. Да? 17 петель. И вот эти вот, это для первого размера я показываю. Смотрите. 38 петель по центру я расположила. Это, смотрите, 17 плюс 4 плюс 17. 4 петли. Это узор номер 2. Коса. Если вы внимательно посмотрите на саму модель, вы поймете, о чем я говорю. Там, в принципе, видно расположение узоров. Да? То есть вот эти 38, это 17 плюс 4 плюс 7, 17. То есть это все вот именно так выглядит. 4 это тоже коса с двух сторон, да? 19. Что такое 19? А 19 это сумма 13 петель и 6 петель. Вот такая сумма. Смотрите, выглядит это как 6 плюс 13. 6 плюс 13. То есть 13 петель это узор у нас с вами 4. И 6 это узор у нас с вами 3. Понятно, да? И тут также симметрично. Только в зеркальном отображении. 6 и 13 затем идет. Понятно, да? 4 изнаночные по краям у меня получилось. Не вписались они в узор. И кромочные. В сумме это 94 петли получилось. Я надеюсь, я вам расшифровала. То есть вы смотрите, ведь у нас каждый узор имеет определенное количество петель, раппорт, да, в ширину. Первый узор 17 петель. Второй узор 4 петли косичка. Третий узор 6 петель. И четвертый узор 13 петель. И именно вот про них я располагаю. Видите, я пишу. Значит, для 42-44 набор петель, распределение узоров будет следующее. Теперь я говорю это устно. Прям читаю по схеме, которая перед вашими глазами. В описании под видео я это расписывать не буду. Только здесь объясняю. Первый кромочные, затем 4 изнаночные, затем узор на 13 петлях, узор на 6 петлях, узор на 4 петлях, узор на 17 петлях, узор на 4 петлях, узор на 17 петлях, узор на 4 петлях, узор на 6 петлях,
узор на 13 петлях, 4 изнаночные, кромочная. Все перечислила. Что касается 46-48 размеров, у нас с вами добавляется количество петель за счет того, что я добавляю к тому, что я выше озвучила, справа и слева по 6 петель нашего узорчика номер 3 и по 4 изнаночные с двух сторон также. То есть я вставляю еще вот эти вот дополнительные 12 петель. Так, и в общем вот такая у нас получается с вами арифметика. Давайте-ка посчитаем. 106 петель, да? 106 петель, а тут 94. Что-то не сходит. 106 отнять 94. Ну, все правильно. 12 петель, девочки. И вот я добавила их за счет узора номер 3. Справа и слева вставила их вот так, как по схеме. Вот здесь, на ваших глазах. Смотрите. И для третьего размера расположение узоров следующее. То же самое, что и для вот этого второго размера. Только у меня будет 9 изнаночных, и здесь 9 изнаночных справа и слева. Никак по-другому у меня не получилось. То есть не 4 изнаночных, а 9. И смотрите, давайте я вам перечислю. 116 петель у нас всего участвует, то есть 10 петель я добавила. И получаем, начинается с кромочной, 9 изнаночных, узор на 6 петлях, узор на 13 петлях, узор на 6 петлях, узор на 4 петлях, узор на 17 петлях, узор на 4 петлях, узор на 17 петлях, узор на 4 петлях, узор на 6 петлях, узор на 13 петлях, узор на 6 петлях, 9 изнаночных, кромочная и кромочная. В сумме 116 петель. Так, ну схему вы и так видели, скрин сделали. Давайте теперь по вырезу горловины, проймам. На проймы я выделяю глубину проймы, делаю 10 петель, 11 и 12. Ну, в сантиметрах это будет 5, 5,5 и 6 петель. Ой, 6 сантиметров глубина проймы. Так, теперь по вырезу горловины. У меня здесь стоит мерка на маленький размер 20 сантиметров. Поэтому 20 я умножаю на плотность 2, получаю 40 петель. Да? 40 петель, на второй размер я сделал 42 петли, на третий 44 петли. Как сформировать вот такой красивый вырез горловины, я подробно под видео описании все это дело вам пишу и расшифровываю. Да? Вначале средние петли, потом для скругления закрываем первый раз 3 петли, и в следующем втором ряду 2 петли. Теперь по переду у нас то же самое с вами, только начинаем мы формировать вырез горловины более ранним. Здесь вот сейчас я это не озвучиваю. У меня стоит мерочка от планки до проймы 32,5 см на все размеры. И высота проймы у меня на первый размер 18, второй 19 и третий 20 сантиметров я сделала. То есть не очень широкая пройма. И высота у меня общее изделие в описании будет: первый размер 58 сантиметров, второй 59, третий 60 сантиметров. То есть вы здесь все равно, девочки, вот эту мерочку под себя, под свой рост, под свои, как говорится, предпочтения. Да? Хотите покороче, хотите подлиннее. Это вам нужно под себя индивидуально вот эту мерочку откорректировать. Так, и вот эти все, когда начинать вырез горловины, на каком ряду, это я все подробно вам рассказываю в описании. Читайте под видео. Так, и что еще здесь я хотела? Не игнорируйте, пожалуйста, вертикальную плотность, которую мы с вами определяли. У нас в 1 сантиметре получилось 2,5 ряда. Для чего не игнорируйте? Зачем применять? Каждый сантиметр по вертикали, который вы будете по выкройке использовать, переводите сразу в ряды. То есть 32,5 сантиметра перевести на ряды. 32 умножить на плотность 2,5. У нас получится 82 ряда. Всегда округляется в сторону четного числа. То есть, девочки, смотрите, до
от планки низа до проймы, формирования проймы мы вяжем 82 ряда. Это легко ориентироваться по раппортам. Берем наш раппорт узора 1, он у нас самый центральный и самый массивный. В нем 16 рядов, будем по нему ориентироваться. 82 поделим на 16 рядов. Получим 5 целых раппортов, вяжем в высоту. То есть 5 на 16 это 80, и еще 2 рядочка добавляете и начинаете закрывать петли проймы. Теперь по рукаву. По рукаву у меня получилось в наборе, смотрите, планочка также вяжется резиночкой 1 на 1. Вы это все прочитаете в описании. И далее идут узоры. Узоры я на... Ой, я не взяла этот рисунок, что ли? Узоры на рукавчик. Я тоже рисовала схемку. Я вам сейчас и так нарисую. Узоры на рукавчик я расположила, значит, после планочки прибавим с вами 5 петель для первого размера и для двух следующих по одной петле, чтобы было 65 петель. И после этого формируем наш узор. Вот представьте, как у вас будет распределяться. По центру я расположила, значит, узор на 13 петлях, и с двух сторон сделала узор на 6 петлях симметрично, да, потом опять 13, 13 и снова 6, 6. Ну и кромочный справа, кромочный слева. Смотрите, как я считала. У меня, значит, 3 раза по 13 петель раппорт используется. 13 на 3 это 39, плюс 4 раза по 6, то есть плюс 24. Получается 63, 2 кромочные, 65 петель. Вот так у меня выглядит расположение узоров для рукавчика. Это для всех размеров. Все петли, которые вы будете по скосу прибавлять, включайте в изнаночную гладь. Ничего с узором не мудрите. Понятно, да? И скос. Самое интересное, здесь скос, окат в рукаве. Значит, окат, сразу говорю, будем вязать по выкройке в натуральную величину для тех, кто только начинает, ну, то есть, которые не имеют еще опыта. А для тех, кто умеет, девочки, вы и так знаете, как связать окат. Ссылочка будет на теоретический расчет под видео также выложен. Кому интересно, знакомьтесь. Я обычно вязала окат по выкройке в натуральную величину, когда была еще неопытная, да? Потом начала уже по наитию вязать. Так, смотрите, значит, у нас с вами высота вот этого момента от планки до оката составляет 11 сантиметров. Я перевела это с помощью нашей вертикальной плотности в ряды. 11 умножила на плотность 2,5 и получила 28 рядов. А теперь мне надо узнать, сколько по каждому скосу прибавок сделать. Значит, самая широкая часть рукава, первый размер 77 петель у меня получилось. Второй размер 81 петля и третий размер 85 петель. И 77 отнять 65, у нас здесь 65, как я сказала, на все размеры, да? 65, получаем энное количество, да? Давайте я покажу на примере первого размера. 77 отнять 65, это 12. У нас 2 скоса, делим на 2, получаем по каждому скосу 6 петель, да? Так, 6 петель будем прибавлять. И у нас 28 рядов. 28 поделить на 6 получаем. Будем делать с вами, девочки, прибавочки в каждом. Здесь вот видите, ни 4, ни 5. Поэтому я буду рекомендовать чередовать в каждом 4-м, в каждом 5-м ряду. 6 петель, то есть в каждом 4-м и 5-м ряду. Следующий размерчик давайте тоже посчитаем. 81 петля минус 65 по низу, это 16. Делим на 2 скоса, значит 8 петель. Здесь как сделаем? Также высоту скоса 28 поделить на 8 петель. У нас с вами получаем. Здесь будем также прибавки делать, чередуя в каждом 3-м и каждом 4-м ряду
по одной петле справа-слева, да, ну как обычно это делается. Так, и третий размер 85 петель по верху, отнять 65 по низу, это 20, делим на 2 скоса по 10 петель. Но здесь в общем в каждом третьем ряду будете формировать 10 прибавок по одной петле, да. Все это будет под видео, девочки, так что не спутайте, не переживайте. Так, ну и с рукавчиком мы тоже определились. Я, в общем-то, все вам нюансы кратко рассказала. Все более подробности читайте под видео в описании, да. Самое главное здесь в моих объяснениях, то, что я вам нарисовала, как располагаются раппорты узора, даже их озвучила, да. То есть этого в описании под видео не будет. Все, мои хорошие, желаю вам удачи, до новых встреч.